Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. У меня продолжается борьба с остатками пряжи, и сегодня я вам покажу еще один вариант, куда их можно применить. В данном случае нам желательно, чтобы все ниточки были одной толщины, поэтому ориентируйтесь на то, что если у вас есть самая толстая нитка, а все остальные потоньше, тогда сложите, допустим, две ниточки в одну, чтобы получить толщину самой толстой нитки и так далее. Самое главное, чтобы все нити, которые вы сложите вместе, они были равны толщине самой толстой нитки, чтобы полотно у нас было ровненькое и нигде не косило. Начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. Первую петельку я не затягиваю, она будет мне служить первой рабочей петлей. Дальше провязываю вторую, третью, четвертую, и так пока у меня не будет 23 воздушные петли. Итак, вот я провязала 23 воздушные петельки. Первую петлю я не провязываю от крючка, начинаю вязать во вторую. Провязываю столбик без накида. И теперь до конца ряда буду вязать столбики без накида. Один столбик, одна петелька. Провязываем так до конца ряда, и это у нас будет первый ряд. Начинаем второй ряд узора. Провязываем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И смотрите, теперь у нас есть три варианта развития событий. Первый, мы будем вязать с вами столбики без накида под 2 петельки, под переднюю и под заднюю. Второй вариант, это когда мы будем вязать столбики без накида только под переднюю петлю, задняя будет оставаться свободной. Ну и третий вариант, это когда мы вяжем за заднюю стеночку петли, а передняя стеночка остается свободной. От этого будет зависеть рифленость узора. Тут выбирайте на свой вкус. Я буду вязать за заднюю стеночку петли. Нахожу вот первый столбик, за заднюю стеночку петли провязываю столбик без накида. Следующая петелька точно так же за заднюю стеночку петли столбик без накида. И до конца ряда я провязываю столбиками без накида за заднюю стеночку петли. Это у нас с вами второй ряд. Третий ряд мы с вами провязываем точно так же, как второй. Вяжем воздушную петлю, поворачиваем вязание. И теперь, если вы вязали под 2 стеночки, вяжите под 2. Если под переднюю вязали, то под переднюю. Если я вязала за заднюю стеночку, тогда начинаю вязать в первую петельку за заднюю стеночку и провязываю до конца ряда столбиками без накида за заднюю стеночку петли, точно так же, как вязала в прошлом ряду. Это у нас с вами третий ряд. Провязали мы с вами 3 ряда, и теперь нам нужно провязать еще 3 точно так же, как мы с вами вязали до этого. То есть провязываем воздушную, разворачиваем вязание и провязываем ряд столбиками без накида по тому принципу, как вязали предыдущие ряды. Опять-таки, если вязали под 2 петельки, значит вяжем под 2. Вязали под переднюю, значит под переднюю стеночку. Если вязали за заднюю, значит под заднюю. И таким образом мы должны с вами провязать еще 3 ряда. Всего у нас должно быть провязано 6 рядов. Все, провязали 6 рядов. Провязываем одну воздушную. Оставляем небольшой хвостик. Ну, я вот так, наверное, сантиметров 10-15. Ну, в среднем вот так вот оставляйте. И обрезаем ниточку. Вытягиваем. Нам нужно связать 3 такие штучки. Складываем лицом к лицу, то есть если где-то вот узелки на обратной стороне, то есть смотрим, где у нас самая красивая сторона, у меня это вот, и складываем лицом к лицу, берем иголочку и начинаем сшивать. Можно также соединить крючком, просто соединительными петлями, можно сшить, тут кому как нравится. Я просто сошью иголочкой. Для этого мы как раз оставляли вот этот хвостик. Все, когда сшили, у нас вот изнанка наша, мы с вами должны завязать узелок на изнанке. Перетягиваем, ну, где-то вот на серединку вязания, чтобы он нам потом в дальнейшем не мешал. И завязываем узелок. Вторую сшиваем по такому же принципу. То есть точно так же складываем лицом к лицу и сшиваем. Только вторую. Третья остается пока у нас вот в таком, в обычном положении, полосочкой. Смотрите, вот у нас получилось 2 вот такие заготовки изнанкой к нам, то есть изнанка снаружи у нас.
Теперь смотрите, следующий этап, это не обязательно, это по желанию, если у вас есть вот такие вот колокольчики. Эти колокольчики мы пришиваем на изнанку, то есть вот у нас изнанка лицом к нам, пришиваем на изнанку одного из элементов обычными нитками. И второй колокольчик также пришиваю рядышком. Все, колокольчики пришили, выворачиваем нашу одну заготовку и вторую, чтобы они к нам были лицевой стороной. Теперь одну заготовку вставляем в другую. Так, наверное, лучше вот так. Тут, как говорится, кому как удобно и кому как больше нравится. Теперь продеваем вот таким вот образом сюда, продеваем нашу заготовку. Теперь обхватываем желтую петельку и теперь опять под низ вот этой вот бежевой. Протягиваем, надеваем иголочку и сшиваем вот эту часть, точно так же, как сшивали все остальные. Вот мы с вами сшили. И теперь вот эту вот оранжевую часть нам нужно вывернуть, чтобы изнанка у нас оказалась внутри. Все, развернули. И теперь хорошенечко распрямляем наше изделие и берем наполнитель. Стараемся, чтобы наши стыки, вот эти вот, там где мы сшивали, они при каждый стык прятался под какой-нибудь полоской. И тогда будет более аккуратно смотреться. То есть просто перетягиваем их в нужное место и поправляем так, чтобы они находились там, где нужно. Так. Берем наполнитель и начинаем наполнять вот сюда вот, в серединку. Все, еще раз хорошенько все расправили. И смотрите, можно оставить так, то есть у нас получился уже вот готовый мячик. Но я знаю своих пушистых мурчалок, что они все могут вот это вот достать. Я сейчас возьму иголочку и еще прихвачу обычной тоненькой ниточкой вот здесь вот на стыках, чтобы у меня мячик был полностью закрыт. То есть даже если где-то что-то отодвинется, чтобы не могли достать наполнитель, соответственно, чтобы мячик дольше прослужил. Ну а вы смотрите там уже, как у вас ваши пушистики к этому относятся. Чтобы ниточки были эти незаметны, я стараюсь прихватывать с изнанки. Все. И вот, видите, здесь уже ничего, никакой наполнитель никуда не денется. И точно так же я сделаю по всем вот этим вот промежутках, там, где у нас вот эти вот стыки. И вот такие вот классные мячики получились. Мои коты с удовольствием с ними играют, гоняют по всей квартире, поэтому я думаю, что вашим тоже понравится. Также при желании такие мячики можно сделать большего размера. Для этого нужно просто провязать вот эти вот полосочки длиннее и шире. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.